Сегодня мы узнаем, что настоящая сила не всегда в силе оружия, иногда в понимании и заботе. Добро пожаловать на мой канал «Мир научной фантастики». Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Зал Академии был наполнен незнакомыми запахами и непривычными формами. Слои металла и инопланетных полимеров покрывали стены, а в воздухе витал резкий привкус, к которому Элиас Картер так и не смог полностью привыкнуть. Он тихо сидел ближе к задним рядам лекционного зала, пока студенты десятков видов занимали свои места. Одни передвигались на 4 конечностях, другие скользили, третьи несли светящиеся арганы или бронированные панцири. Элиас был человеком, целиком и болезненно обычным по галактическим меркам. Его форма висела мешковато на худощавой фигуре, а старый рюкзак у ног выглядел чужеродно среди продвинутого снаряжения вокруг. Он чувствовал на себе взгляды, одни любопытные, другие пренебрежительные, третьи откровенно презрительные. Широкоплечий студент Дракари протолкнулся мимо, даже не удостоив его взглядом. Стройное кристаллическое существо сменило место, когда Элиас подошел ближе. К этому он уже привык. В зал вошел инструктор Карат, и тишина накрыла аудиторию. Возвышающийся командир ретов нес на своем чешуйчатом лице следы десятилетий боев. Одним движением он активировал голографический дисплей, на котором появился массивный хищник с зазубренными зубами и слоистыми когтями. «Сегодня мы обсуждаем сдерживание враждебной фауны», — объявил Карат, и его голос прокатился по залу, словно раскаты грома. Выживание зависит от решительной силы. Колебание — это смерть. Проекцию заполнили оружие и системы удержания, шоковые барьеры, оглушающие поле, кинетические ловушки. Студенты подались вперед, жаждущие доминирования и уверенности. Элиас открыл блокнот и начал писать от руки. Мать научила его, что память лучше живет в чернилах, чем на экранах. Вокруг мигали планшеты и шла автоматическая запись. Сначала шок, продолжил Карат. Нейтрализовать угрозу, затем оценить ущерб. Не сочувствовать. Хищники используют слабость. Элиас поднял руку. По залу прокатилась волна смешков. «Да, человек», — произнес Карат, даже не пытаясь скрыть раздражение. «А как насчет ненасильственного сдерживания?» — спокойно спросил Элиас. Многие хищники нападают из-за страха или травмы. Поведенческое наблюдение, успокаивающие феромоны, изменения среды могут полностью предотвратить конфликт. В ответ раздался резкий, жестокий смех. Массивный студент по имени Гарак громко заговорил с передних рядов. Типичное человеческое мышление. Ты хочешь утешить монстра вместо того, чтобы убить его. К нему присоединились другие. «Сила — это закон», — продолжил Гарак. «Сострадание тебя съедает. Поэтому люди едва выживают здесь». Карат поднял когтистую руку. «Достаточно. Картер, твоя идея зафиксирована, но она не практична. В полевых условиях анализ стоит жизней. Эта академия готовит выживших, а не смотрителей». Элиас опустил руку и продолжил писать. Он вспомнил клинику на станции «Новый рубеж», где вырос. Раненые животные, напуганные животные, они бросались из-за боли, а не злобы. Он рано научился различать опасность и страх. Но здесь никто не хотел этого слышать. После лекции студенты сбились в группы, возбужденно обсуждая услышанное. Элиас собирался медленно. Его никто не ждал. Леора, назначенная ему партнером по учебе, подошла нерешительно. Ее призматическая кожа рассеивала свет по полу. «Насчет проекта», — сказала она, избегая его взгляда. «Думаю, нам стоит сначала поработать отдельно». Элиас выдавил слабую улыбку. «Конечно. Как тебе удобнее». Она быстро ушла, явно испытывая облегчение. Он проверил свою медицинскую сумку, как делал всегда: бинты, антисептики, инструменты, стертые от частого использования. Бабушка подарила ее ему со словами простыми и твердыми:
исцеление — это смелость, которую понимают немногие. Той ночью по Академии разнесся объявленный сигнал. Обязательное полевое испытание. Планета Харон-6. Оценка выживания. Группы назначены немедленно. У Элиаса сжался желудок. Через мгновение появился список его группы. Дрекс — самый громкий критик. Веша, едва замечавшая его существование. Инари — тихое светящееся существо, которого он почти не знал. Он лежал на койке, глядя в потолок. Через 3 дня ему предстояло столкнуться с хищниками и одногруппниками, считавшими его расходным материалом. Он подумывал уйти. В выживании нет стыда. Но затем он вспомнил голос бабушки: храбрость — это выбрать правильное, даже когда страшно. Элиас закрыл глаза. Через 3 дня транспорт опустился в фиолетовые леса Харона-6. И все начало меняться. Не бойся. Я помогу тебе, все будет хорошо. Двери транспорта открылись с шипением, и внутрь, словно живое существо, хлынула жара. Элиас ступил на почву Харона-6 и почувствовал, как земля слабо вибрирует под его ботинками. Лес тянулся бесконечно, в оттенках фиолетового и глубокого черного. Толстые стволы поднимались высоко над головой, их листья слабо светились, словно тлеющие угли. Воздух одновременно был сладким и резким, и каждый инстинкт в его теле шептал об опасности. Дрекс двинулся первым, по привычке утверждая контроль. «Я иду впереди», — сказал он, напрягая бронированные руки. «Веша, прикрываешь тыл. Нари, навигация. Человек, несешь припасы и не лезешь под ноги». Элиас без спора кивнул. Он поправил ремни рюкзака и последовал за ними. Академия выдала снаряжение с учетом возможностей видов. Дрекс и Веша несли тяжелое оружие и сканеры. У Нари были продвинутые картографические инструменты. У Элиаса базовое снаряжение для выживания, клинок, компас и медицинская сумка. Они шли часами, углубляясь в лес. Вокруг раздавались звуки, щелчки, далекие ревы и низкие вибрации, которые, казалось, проходили не через воздух, а через кости. Элиас замечал детали: сломанные ветви, потревоженный мох и едва заметные следы крови, почти сливавшиеся с пурпурной почвой. «Следы», — тихо сказал он, замедлив шаг. Дрекс ненадолго опустился на колено. Верховный хищник. Класс — бритвоспин. Агрессивный, территориальный. Идеально. «Что-то не так», — добавил Элиас. Шаг неровный. Левая задняя конечность повреждена. Дрекс фыркнул. Хищники притворяются слабыми, чтобы заманить добычу. Двигаемся дальше. Лес стал тише. Слишком тише. Элиас почувствовал это раньше, чем увидел напряжение, словно дыхание, задержанное слишком долго. Они вышли на поляну, усыпанную костями. Одни были древними, другие — свежими. Запах разложения был тяжелым. «Здесь ставим ловушку», — заявил Дрекс. «Это его кормовая территория», — быстро сказал Элиас. «Он будет защищать ее яростно. Сначала наблюдение было бы безопаснее». Дрекс повернулся к нему, глаза холодные. «Ты здесь потому, что так требуют правила. А не потому, что ты полезен. Молчи». Засада была подготовлена. Шоковые сети заряжены, барьеры активированы. Элиас отступил назад, вглядываясь в тени. «Мы здесь не одни», — предупредил он. Веша усмехнулась. Все наблюдает за добычей. Атака произошла без предупреждения. Бритвоспин вырвался из-за деревьев, крупнее, чем предсказывали данные, с израненными и потрескавшимися бронепластинами. Иглы выстрелили, разрывая сети, как бумагу. Нари вскрикнула, когда одна из них задела ее плечо. «Отступаем!» — крикнул Дрекс. Разразился хаос.
Оружие стреляло, поле отказывали. Брит-Васпин ревел от боли и ярости. Элиас бросился к Наре, пока остальные рассеялись. Он подхватил ее, не дав упасть, вокруг раны тускнели кристаллические фрагменты. «Ты можешь идти?» — спросил он. «Едва», — прошептала она. Они бежали вслепую через лес, ветви рвали кожу, пока Нари не рухнула. Элиас поймал ее и потащил за каменное образование, где темнел узкий вход в пещеру. Внутри воздух был прохладным. Элиас включил свет. Из глубины донесся звук, тихий, надрывный всхлип. Нари сжала его руку. «Нам нужно уйти». Элиас медленно поднял источник света. Два зеленых глаза отразили его луч. Вперед вышел среброгриф, шестиконечное существо, его шерсть мерцала, как расплавленное стекло. Одна лапа была опутана колючими лианами, сквозь которые сочилась кровь. Он слабо зарычал, больше от страха, чем от угрозы. «Он ранен», — прошептал Элиас. «И опасен», — прошипела Нари. Элиас снял шлем, открывая лицо, и медленно опустился на колени, раскрыв медицинскую сумку так, чтобы существо видело ее содержимое. «Я тоже боюсь», — тихо сказал он. «Но я могу помочь». Среброгриф наблюдал, дрожа. «Боль универсальна», — сказал Элиас, не оборачиваясь. «Как и доброта». Он приближался шаг за шагом. Добравшись до лапы, он спокойно объяснял каждое движение. Он аккуратно удалял шипы, игнорируя жгучий страх внутри себя. Существо скулило, но не нападало. Когда последний шип был извлечен, Элиас очистил рану и мягко перебинтовал ее, оставив место для отека. Среброгриф осторожно перенес вес, затем наклонился и лизнул его руку. Нари смотрела, ошеломленная. Затем Элиас обработал ее плечо. Когда он закончил, на него навалилась усталость. Они отдыхали. Земля задрожала. Снаружи прогремел рев. Брит-Васпин нашел их. Среброгриф встал перед Элиасом, оскалившись. «Нет», — сказал Элиас, выходя вперед. «Я не позволю тебе пострадать из-за меня». Брит-Васпин заполнил вход в пещеру, его дыхание было рваным и болезненным. Элиас заметил вонзившиеся шоковые кабели, воспаленные и зараженные. «Тебе больно», — громко, но спокойно сказал он. «Поэтому ты злишься». Он поднял пустые руки. «Я помог этому», — он указал на перебинтованного среброгрива. «Я могу помочь и тебе». Брит-Васпин замешкался. Элиас шагнул ближе, сердце колотилось. Он медленно извлек кабели. Чудовище ревело от боли, но не нападало. Потекла кровь. Элиас разорвал рубашку на полосы и перебинтовал массивную конечность, используя все оставшиеся запасы. Закончив, он осел назад, дрожа. Брит-Васпин проверил опору, затем опустил голову и мягко коснулся Элиаса. Позади вспыхнул свет. Поднятые оружия. В пещеру ворвался инструктор Карат вместе с Дрексом и Вешей. «Отойди», — приказал Карат. «Нет», — спокойно ответил Элиас. «Они ранены и спокойны. Опустите оружие». Раздался выстрел транквилизатора. Среброгриф прыгнул, перехватил дротик и рухнул. Элиас упал рядом с ним, глаза пылали яростью. Брит-Васпин шагнул вперед, заслоняя их собой. Наступила тишина. «Опустите оружие», — медленно сказал Карат. Они вернулись на базу. Элиас сидел в медотсеке рядом со Среброгривом, пока вокруг гудели приборы. Через час его ждал суд. Но кое-что уже изменилось. В лесах Харона-6 сострадание прозвучало громче когтей. И галактика услышала. Я знаю, ты злишься, но я могу помочь тебе снять боль. Медицинское крыло оказалось тише, чем ожидал Элиас. Мягкий свет струился вдоль стен,
а ровный ритм приборов наполнял воздух. Он сидел рядом с восстановительным резервуаром, где среброгриф парил, погруженный в лечебную жидкость. Его грудь медленно поднималась и опускалась, показатели жизни были стабильны. Облегчение смешивалось с тревогой. За прозрачной стеной Элиас видел бритвоспина, отдыхающего в усиленном внешнем вольере, его массивное тело, наконец, было неподвижно. Через 40 минут Элиасу предстояло предстать перед советом Академии. Послышались шаги. Элиас обернулся и увидел Нари в дверях. Ее плечо полностью восстановилось, кристаллическая поверхность снова стала гладкой и яркой. «Они идут на поправку», — тихо сказала она. «Да», — ответил Элиас. «Сильные существа». Нари замялась, затем села рядом с ним. «Я уже дала показания. Рассказала им все. Как ты встал между нами и хищниками. Как они защитили тебя». «Спасибо», — сказал Элиас. Она внимательно посмотрела на него. «Ты понимал риск. Ты мог погибнуть». «Знал», — ответил он. «Мне было страшно. Но оставить их в боли было еще страшнее». Нари медленно кивнула. «Канцлер Вайрикс недоволен. Дрекс утверждает, что ты поставил миссию под угрозу». «Возможно», — признал Элиас. «Но я сделал бы то же самое снова». Нари поднялась. «Если это что-то значит, я считаю тебя храбрым. Храбрее всех нас». Когда она ушла, Элиас прислонился лбом к стеклу резервуара. Всплыли воспоминания о насмешках и одиночестве. Лекционный зал. Смех. Слова о том, что доброта — это слабость. Раздался сигнал оповещения. Зал слушаний ждал его. Советская палата оказалась меньше, чем представлял Элиас. 3 фигуры сидели на возвышении. В центре — канцлер Вайрикс, древний и покрытый шрамами. Слева — адъюнкт Силан, кристаллический люмин, чье лицо не выражало ничего. Справа — декан Марик, серебристошерстный Велрони, чьи глаза подмечали все. Галерею заполнили студенты. Дрекс сидел, подавшись вперед, скрестив руки, рядом Веша. Остальные перешептывались. Элиас стоял один. «Элиас Картер», — начал Вайрикс. «Вам предъявлены обвинения в нарушении протоколов сдерживания, создании угрозы членам группы и несанкционированном лечении враждебной фауны. Как вы себя признаете?» «Я не отрицаю своих действий», — сказал Элиас. «Если это вина, значит, я виновен». По залу прокатился ропот. Первым дал показания Дрекс. Он описал Элиаса как нестабильного, чрезмерно эмоционального и безрассудного, утверждая, что тот игнорировал приказы и едва не погубил всех. «Людям не хватает дисциплины», — заключил Дрекс. «Состраданию нет места в выживании». Веша поддержала его, добавив, что Элиас постоянно сомневался и отказывался принимать необходимое насилие. Декан Марик одобрительно кивал. Затем выступил инструктор Карат. Он рассказал, как застал Элиаса между 2 верховными хищниками, без оружия, отказывающегося отступить. Однако, добавил Карат, оба существа были спокойны. Его методы обеспечили сдерживание без жертв. Канцлер Вайрикс повернулся к Элиасу. «Зачем рисковать жизнью ради хищников?» «Они не были монстрами», — ответил Элиас. «Это были разумные существа, испытывающие боль. Когда боль исчезла, исчезла и агрессия». «Сострадание, роскошь», — холодно сказал Вайрикс. «В полевых условиях угрозы устраняют». «Насилие создало угрозу», — спокойно ответил Элиас. Сострадание ее устранило. Декан Марик усмехнулся. «Или тебе просто повезло?» «Возможно», — согласился Элиас. «Но я предпочту умереть, помогая, чем жить, зная, что причинил страдания». Нари поднялась.
Она рассказала, как видела, с какой спокойной уверенностью Элиас лечил Среброгрива и как существо ответило доверием. Поднялись и другие. Студенты, которых Элиас едва знал, говорили о том, как он тихо помогал им, обучал, защищал, проявлял терпение, когда остальные отворачивались. Последней встала Леора, его бывшая партнерша по учебе. Я отвернулась от него, потому что боялась осуждения. Я ошиблась. В зале воцарилась тишина. Совет удалился. Минуты тянулись бесконечно. Когда они вернулись, канцлер Вайрикс поднялся. Все обвинения сняты. По залу прокатились возгласы. Более того, продолжил он, Элиас Картер награждается звездой сострадания за передовое применение ксенобиологии через эмпатию и мужество. Разразились аплодисменты. Элиас опустил голову, ошеломленный. «Не спешите радоваться», — добавил Вайрикс. «Вы назначаетесь ответственным за разработку ненасильственных протоколов сдерживания». «Немедленно». «Да, канцлер», — ответил Элиас, улыбаясь. После этого жизнь изменилась. Он больше не ел в одиночестве. Студенты искали его совета. Профессора приглашали к сотрудничеству. Сострадание стало темой обсуждений, а не насмешек. Спустя несколько недель Элиас стоял в транспортном отсеке. Среброгриф и Бритвоспин были готовы к освобождению. Среброгриф подошел, прижав голову к его груди. Элиас осторожно обнял его. «Береги себя», — прошептал он. Бритвоспин опустил массивную голову, позволив Элиасу коснуться бронированной морды. «Спасибо, что доверился мне». Их выпустили обратно в фиолетовый лес. Когда корабль поднялся, Элиас смотрел, как пейзаж исчезает вдали. Где-то внизу два исцеленных хищника возвращались в свой мир, изменившиеся. Вернувшись в академию, однажды вечером к Элиасу подошел Дрекс. «Я был неправ», — жестко сказал он. «Насчет тебя. Насчет силы». «Извинения приняты», — ответил Элиас. «Ты научишь меня?» — спросил Дрекс. «Твоим методом». Элиас улыбнулся. «Завтра». Прошли месяцы. Методы Элиаса вышли за пределы Академии. Люди начали применять их все шире. Появлялись статьи. Мнения медленно, но верно менялись. Однажды вечером пришло срочное сообщение с Харона-6. Сердце Элиаса забилось быстрее, когда он открыл запись. Среброгриф стоял со своей стаей, демонстрируя спокойное взаимодействие с наблюдательными дронами. Подтверждена передача усвоенного поведения, гласил отчет. Элиас откинулся назад, пораженный. Доброта распространилась. Сквозь звезды Элиас представил улыбку своей бабушки. Он открыл дневник. «Доброта — не слабость», — написал он. «Это семя. И, будучи посеянным, оно прорастает дальше, чем когда-либо сможет страх». Я сделал то, что считал правильным, несмотря на риск. Недели, последовавшие за слушанием, казались Элиасу нереальными. Академия, которая раньше относилась к нему как к допустимой аномалии, теперь смотрела с осторожным уважением. Коридоры, когда-то наполненные шепотом, становились тише, когда он проходил мимо не из насмешки, а из внимания. Студенты наблюдали за ним так, как изучают незнакомое, но завораживающее явление. Человек, который встретился лицом к лицу с верховными хищниками без оружия и ушел живым. Элиас старался не позволить этому изменить себя. Каждое утро он по-прежнему проверял свою медицинскую сумку. Каждый вечер он все так же писал в дневнике. Слава — это шум. Предназначение — тишина. Новая учебная программа началась раньше, чем он ожидал. Канцлер Вайрикс вызвал его в зал для брифингов, стены которого были украшены историческими изображениями великих охотников и воинов. Элиас стоял под возвышающимися статуями бронированных чемпионов, покорявших миры силой.
Ты разработаешь дополнительный учебный модуль, сказал Вайрикс. Ненасильственное сдерживание, оценка угроз, поведенческая деэскалация, применение в полевых условиях. Ты не заменишь существующую доктрину. Ты бросишь ей вызов. Элиас кивнул. Этого он и хотел. Его первый семинар собрал больше слушателей, чем любая лекция, на которой он когда-либо был. Дрекс сидел в первом ряду, напряженный и внимательный. Нари была рядом, ее светящиеся глаза сосредоточенно следили за каждым словом. Остальные заполнили зал, скептичные, любопытные, надеющиеся. Элиас начал не с теории. Он начал с вопроса. Сколько из вас были ранены существом, действовавшим из страха, а не из голода? Поднялись почти все руки. Сколько из вас ответили силой, потому что вас так учили? Поднялось еще больше рук. Сколько из вас верили, что у вас нет другого выбора? Наступила тишина. Сила действует быстро, спокойно сказал Элиас. Поэтому ее и учат первой. Но скорость — не то же самое, что мудрость. Боль порождает агрессию. Уберите боль, и поведение изменится. Он показал записи с Харона 6. Раненого с реброгрива. Бритва спина, отступившего назад. Момент доверия. Атмосфера в зале изменилась. Не все были убеждены. Некоторые возражали, что это не всегда сработает. Элиас согласился. «Сострадание не наивно», — сказал он. Оно избирательно, мужественно и основано на знании. Оно требует большего понимания, чем когда-либо требует насилие. К концу занятия студенты не спешили уходить, задавая вопросы, не о том, как сражаться, а о том, как слушать. За пределами академии перемены шли медленнее. Некоторые инструкторы тихо сопротивлялись. Некоторые открыто высмеивали идею эмпатии как стратегии. Но результаты говорили громче любой идеологии. Полевые группы, использующие протоколы Элиаса, сообщали о меньшем числе ранений, о снижении потерь, о более быстром сдерживании с меньшим побочным ущербом. Цифры дошли до совета. А цифры — это язык, который понимает власть. Спустя месяцы Элиас получил официальное назначение младшим руководителем исследовательской группы. Его кабинет выходил окнами на тот самый лесной заповедник, используемый для контролируемых наблюдений за дикой фауной. Иногда ему казалось, что он слышит эхо воя среброгрива, принесенное памятью, а не звуком. Однажды вечером пришло зашифрованное сообщение. Источник — зона сохранения Харон 6. Элиас открыл его сразу. На экране появился среброгриф, старше, сильнее, окруженный полной стаей. Камера-дрон зависла рядом, оставаясь без внимания. Существо спокойно шагнуло вперед и село. Объект демонстрирует повторяющиеся неагрессивные реакции на разумные технологии, гласил отчет. Поведение стаи адаптируется соответственно. Элиас пересмотрел запись 3 раза. Они помнили. Возможно, не его самого, но ощущение. Отсутствие боли. Наличие выбора. Это осознание смирило его. Доброта не делала его особенным. Она делала его мостом. Слухи разошлись за пределы академии. Другие учреждения запрашивали консультации. Посланник совета прибыл, чтобы лично наблюдать за его методами. Даже военные подразделения тихо отправляли аналитиков. Однажды ночью, когда Элиас готовил заметки, к нему пришел гость. В дверях стоял Дрекс, неловкий, как всегда. «Я попробовал», — сказал Дрекс без приветствия. «Что именно?» — спросил Элиас. «Слушать». Элиас ждал. «Был молодой бритвенок», — продолжил Дрекс. «Попал в ловушку, был ранен. Я хотел оглушить его. Вместо этого сначала обработал рану. Он перестал сопротивляться. Его голос стал мягче. Я не знал, что сила может ощущаться так.
Элиас мягко улыбнулся. Большинство никогда этого не узнает. Дрекс один раз кивнул и ушел. Позже Элиас стоял один на смотровой палубе, глядя на звезды. Где-то там цивилизации процветали благодаря доминированию. Другие рушились под его тяжестью. Человечество вышло на галактическую сцену тихо. Не как завоеватели. Не как воины. А как целители. В ту ночь Элиасу снился лес, светящийся фиолетовым, и серебряные глаза, мирно наблюдающие из темноты. И впервые с момента поступления в академию он спал без страха. Иди. Живи свободно. Теперь ты в безопасности. Переломный момент пришел тихо, так, как приходит большинство настоящих перемен. Элиас просматривал полевые данные, когда по сети Академии активировалась тревога. На настенных дисплеях вспыхнули багровые символы, обозначающие инцидент уровня Prime. Неисследованный мир на краю изученного космоса. Первый контакт пошел не по плану. Он почувствовал тяжесть происходящего еще до того, как загрузились детали. Обозначение — Талос Минор. Коренная мегафауна классифицирована как разумная. Несколько групп прижаты и не могут отступить. Стандартные методы подавления неэффективны. Элиас поднялся еще до того, как пришел официальный вызов. Через несколько минут он уже находился в зале для брифинга, окруженный командирами, учеными и наблюдателями совета. Атмосфера была напряженной, пропитанной раздражением. «Они не реагируют на средства сдерживания», — сказал один из офицеров. «Энергетические барьеры их провоцируют. Звуковое оружие усиливает агрессию. Прогнозируемые потери неприемлемы», — добавил другой. Канцлер Вайрикс медленно повернулся к Элиасу. «Твои протоколы никогда не проверялись в таком масштабе». Элиас выдержал его взгляд. «Тогда пусть они будут проверены сейчас». Наступила тяжелая, полная сомнений тишина. «У тебя будет ограниченное право действий», — сказал Вайрикс. «Один шанс». Этого было достаточно. Транспорт спустился сквозь янтарные облака на обширную равнину, усыпанную гигантскими каменными образованиями. Между ними двигались исполины. Толарианцы были огромными четвероногими существами с многослойной кожей, похожей на живую броню, и глазами, слабо светившимися разумом. Они окружили застрявшие группы, не нападая, но перекрывая все пути к отступлению. Страх исходил с обеих сторон. Элиас вышел из корабля один. Дрекс крикнул ему вслед, но замолчал, когда Элиас поднял руку. «Без оружия», — тихо сказал Элиас. Земля дрогнула, когда один из гигантов шагнул вперед. Его дыхание было прерывистым. Одна конечность слегка волочилась. Ранение. Элиас опустился на одно колено. Он не говорил. Он не приближался. Он ждал. Прошли минуты. Существо опустило массивную голову ровно настолько, чтобы Элиас увидел причину — глубокий перелом там, где неделю назад обрушилось горнодобывающее оборудование. Без лечения. С заражением. Элиас медленно открыл свой медицинский набор. Толарианец следил за каждым движением. «Боль рождает агрессию», — подумал Элиас. «Убери боль». Он работал осторожно, очищал, герметизировал, стабилизировал. Существо содрогнулось один раз, затем замерло. Когда Элиас закончил, он отступил назад. Гигант поднял голову и издал звук, прокатившийся по равнине, не рев, а зов. Ему ответили другие. Кольцо разомкнулось. Один за другим гиганты отступили в стороны, создавая свободный проход для заблокированных групп. Ни насилия. Ни приказов. Только доверие. С хребта наблюдатели смотрели в оглушенной тишине. Когда Элиас вернулся, солдаты не аплодировали. Они стояли молча, кто со слезами на глазах, кто с благоговением. Последующий отчет изменил доктрину в нескольких секторах.
Не за одну ночь. Но навсегда. Элиас отказался от наград. Он принял ответственность. Прошли годы. Академия изменилась. Целые подразделения сформировались вокруг эмпатичного первого контакта. Люди стали посредниками, целителями, переговорщиками. Там, где другие видели угрозу, люди видели сигналы. Боль. Страх. Потребность. Элиас постарел, меньше миссий, больше учеников. Его волосы поседели, движения замедлились, но его присутствие оставалось спокойным и уверенным. Однажды вечером молодой кадет нерешительно подошел к нему. «Сэр, почему инопланетяне слушают людей?» Элиас улыбнулся. «Потому что мы слушаем первыми». В свой последний день в Академии Элиас еще раз прошел по коридорам, где его когда-то высмеивали, игнорировали, отвергали. Теперь его имя было высечено на стене архивов не под словом «завоевание», а под словом «примирение». Он вернулся на смотровую палубу и посмотрел на звезды. Где-то процветала стая среброгривов. Где-то без страха бродили стадо таларианцев. Где-то страх был заменен пониманием. Элиас открыл свой дневник в последний раз. «Доброта — не слабость», — написал он. Это мужество без брони. Это сила без господства. Это тихая мощь, которая учит Вселенную тому, что мы пришли сюда не для того, чтобы покорять ее, а чтобы принадлежать ей. Он закрыл дневник и улыбнулся. Класс смеялся над человеком за его доброту. Вселенная научилась у нее. Конец.